Привет! Вы смотрите проект Power Device, и здесь мы обсуждаем Android-телефоны, их улучшения и различные настройки. В недавнем времени на множество Android-телефонов, а если быть точнее на миллионы Android-телефонов, компания Google через Play Market установила приложения. Они называются System Safety Core и Android System Key Verifier. Да, таких приложений установилось два, а не одно, как многие думали. Сейчас расскажу, зачем вообще компания Google их установила, стоит ли их оставлять у себя на телефоне и как они работают. Во-первых, стоит отметить, если вы вообще не в курсе, о чем я говорю, то в недавнем времени, как я уже сказал ранее, компания Google установила два приложения, сделала это скрытно без уведомления пользователей. Если во время этой скрытой установки вы использовали свой телефон, то есть он у вас был в руках, экран был включен, то, например, на телефонах Xiaomi могло вылезти такое. Приложение «Безопасность» показало, что установлен какой-то файл, то есть автоматически начиналась его проверка. На других Android-телефонах эти приложения могли установиться в спящем режиме, когда ваш телефон не использовался, и вы вообще об этом не знаете. Вся эта история вызвала большой резонанс в интернете и много негативных отзывов. Вот одно из таких приложений. Самое интересное, что Google установили эти приложения скрытно, и также в Play Market, если вы введете в поиске вот такое название, то вряд ли это приложение у вас найдется. То есть они как бы спрятаны. Если мы посмотрим отзывы, то здесь будут только одни негативные. Как я сказал в начале ролика, установилось не одно, а два таких приложения. Сейчас мы поговорим о первом, а потом перейдем ко второму. Смотрите, если в Play Market мы нажмем вот на эту сноску, перейдем к описанию, нажимаем галочку «Перевести», Google нам поясняют, что данное приложение обеспечивает функции безопасности для устройств Android. Какую конкретно безопасность обеспечивает это приложение, Google нам не поясняют, к сожалению. Я изучил данные приложения и почитал форумы. Выяснилось, что данное приложение System Safe Core может сканировать хранящиеся на устройстве пользователя фотографии, и когда находит непристойный 18+ контент, блюрит такие фотографии, размывает их. Вообще в этом плане ситуация спорная. Смотрите. Если я на своем устройстве Xiaomi зайду в приложение, показать системные приложения, в поиске начинаю писать Android System, у меня выдает такие приложения. Android System Intelligence – это системное приложение, оно было давно. Вот это приложение установили нам Google. Как и вот это. Android System WebView – это полезное приложение, оно также есть с завода. Кстати, я снимал про него отдельный ролик, как с помощью него улучшить ваш телефон. Если вы не смотрели его, ссылку оставлю в описании. Нас интересуют вот эти два приложения. Ранее речь шла вот об этом – Safety Core. Открываю его. На момент записи видео это приложение я изучаю примерно неделю. Потребление батареи здесь 0. То есть это уже говорит о том, что приложение как будто бы находится в спящем режиме. Заходим в трафик. Здесь я специально не отключал мобильный интернет и подключение по Wi-Fi, также фоновые подключения. Приложение использовало 0 байт, то есть к интернету оно не подключалось. Это указывает на то, что приложение вообще не активно. Идем ниже. Захожу в разрешение приложений. Сейчас здесь у меня все установлено по умолчанию, я ничего не менял. Разрешений вообще никаких не предоставлено. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас телефон Xiaomi, либо другой Android телефон, предоставлены ли у вас по умолчанию какие-то разрешения. У меня таковых нет. Далее смотрите, нажимаю вот здесь 3 точки. Все разрешения. Единственное разрешение, которое предоставлено на моем телефоне по умолчанию, это неограниченный доступ к интернету и просмотр сетевых подключений. То есть приложение постоянно может держать связь с интернетом и смотреть, какие подключения я выполняю в сети. Абсолютно никаких разрешений на просмотр фото это приложение не имеет. Лично на моих телефонах это так. Я проверял не только на этом устройстве. И я сейчас не хочу защищать это приложение, но по факту все указывает на это. То есть из этих наблюдений можно сказать, что данное приложение может каким-то образом защищать ваш трафик. Также, конечно, можно предположить, что Google установила эти приложения для того, чтобы за нами следить. Такое тоже вполне вероятно. Повторюсь, что сама компания Google говорит, что это для защиты телефона. Поэтому каждому пользователю решать, удалять ли эти приложения. Лично я на своем телефоне пока сделаю так. Зайду в трафик и полностью отключу возможность использовать интернет для этого приложения. Пока что понаблюдаю за ним.
Вы можете просто в этом меню нажать «Удалить», если вы не доверяете данному приложению. Здесь решение за вами. Как я говорил в начале ролика, таких приложений установилось 2. Вот второе. Здесь примерно такое же описание. Это приложение обеспечивает более безопасную связь со сквозным шифрованием и проверкой контактов. Здесь точно такие же отзывы. Интересно то, что если мы зайдем в настройки этого приложения, батарею оно также не использует, а потребления трафика здесь вообще нет. То есть для этого приложения интернет не нужен. Исходя из того, что оно не может использовать трафик, удалять я его у себя не буду. Думаю, что это приложение не несет ничего плохого. Зайдем в разрешение. Основных разрешений не предоставлено. Нажимаю 3 точки, все разрешения, запрос информации обо всех пакетах. Пакетами могут являться какие-то данные, получаемые по сети, либо это могут быть какие-то пакеты установки, например, при установке определенного приложения. Что я сейчас вижу в этом приложении, по всей видимости, оно может проверять какие-то пакеты, но только когда они уже на вашем телефоне, то есть в интернет это приложение не имеет доступа. Лично я у себя отключать это приложение не буду. Если вы все же на своих Android-телефонах захотите удалить эти приложения, попробуйте это сделать так, как я вам показал, либо через Play Market. Нажимаете «Удалить» прямо в Play Market. Но чтобы зайти на них в Play Market, вам понадобятся прямые ссылки. Я их оставлю в своем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании под этим роликом. Некоторые пользователи также говорят, что эти приложения у них связаны с сообщениями, то есть они отслеживают какие-то мошеннические ссылки, именно в сообщениях от Google. Я буду за ними наблюдать, пока что они трафик не используют, батарею также не используют, находятся они в спящем режиме, возможно, Google просто их еще не активировали. На своем устройстве я буду их тестировать. Если появится какая-то информация, я дам вам об этом знать. Возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на этот канал, на мой телеграм-канал, ставьте лайки. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.